Друзья, привет вам из Дубая. Сегодняшний выпуск будет про бизнес-школы. Я снимал где-то 2 года назад бизнес-школу HALT в Лондоне, ее undergrad кампус, ее postgrad кампус. Сегодня я в Дубае. Сегодня также я снимаю эту же бизнес-школу, но ее филиал вот здесь, в Knowledge парке, в парке знаний, Knowledge Village его еще называют. Висит камера, и когда профессор говорит, как бы он ни ходил, камера за ним следует. All our master's programs are one-year programs. We also offer a dual degree program, wherein students can do 2 masters in 18 months. На экранах показывается, что будет в карьерных сервисах происходить с L'Oréal, с компанией, там, с Marriott, допустим. And I told him he's my classmate, and I haven't seen him since 2 years. Actually, because I just need to get my degree attested, and because basically it works that up until a certain level in Dubai. Потенциальные работодатели ищут не знаю, молодых выпускников, да, с различным бэкграундом на стажировки, либо предлагают полноценную работу. Ты получаешь верхнеуровневые знания в разных сферах, чтобы руководить компанией. Вот такое доброе утро. Здесь я, а мне вот сюда. Что вообще это такое, что такое бизнес-школа? Я думаю, что вы все знаете про бизнес-школы. Я думаю, что если вы смотрите это видео, у вас есть представление о том, какие программы там преподают, чем отличаются формат обучения в бизнес-школах. Ну все же, просто давайте посмотрим, что она представляет собой изнутри, насколько будет там классно вам учиться, будет вам нравиться там, не будет вам нравиться там. Второй очень важный момент. Я встречусь со студентами, с ребятами из России, пообщаюсь с ними тоже, что они расскажут про свое обучение. И еще очень важный момент, я сразу же забегая вперед, скажу вам Дубай, да, но чем сейчас хороша эта школа? Это, скажем так, платформа еще для того, чтобы поехать в другую страну. И вот ребята, допустим, они учатся здесь, но они потом поедут в другие страны. Я сейчас пока не буду вам рассказывать, давайте смотрите сами, и вам ребята, собственно говоря, все и расскажут, и вы сами все услышите и поймете, как, куда, какие есть варианты, что здесь преподают, кто здесь преподает. В общем, давайте все это смотреть. All of our professors are working professionals, right? So they are not only teaching at HALT, they are teaching in other places. And then we also have professors who are teaching in London, and then they fly out and they come here. So we try to make sure that the quality of the professors and the level of HALT and the diversity is maintained between all campuses. We don't want it to be like, oh, HALT Boston is great, but HALT Dubai is not great. So that's how we don't work like a franchise model. What is actually the whole place where we based? This is Dubai Internet City. This is the heart of Dubai. Knowledge Village is right next to us. You can see the Palm Jumeirah, you can see Atlantis. We are on the Sheikh Zayed Road, connected with the metro, and we have a lot of accommodation options nearby, some great places to stay also. We are super connected with the metro, so even if they decide to live in old Dubai, Bar Dubai, they can be connected by the metro by like 45 minutes. And 45 minutes, if you think about London, is nothing. So in Dubai, if you can
do 45 minutes easy. Here, actually, I like that you have London. Yeah. London there, he is So all our classrooms, all our lecture rooms, all our breakout rooms are all cities around the world because we are a global business school. Ребят, здесь, смотрите, стена зеленая, это настоящее растение. Я сначала подумал сдалека, что это просто декорации искусственные, но Инга говорит, что это настоящее, реально настоящее растение. Очень прикольно, кстати. And this is the most, I would say, valuable thing at Hull, which is our diversity. So wherever you go, whether it's Hull London, Dubai, San Francisco, Boston, this is the diversity that we represent. We don't have more than 10% of any country. So if you are from any country, you will, not have more than 5 students from that country. And we have a unique mix of students from all over the world. Over 150 nationalities represented in all of our campuses. А здесь какую программу вообще делаете? MBA. да? Мастер бизнес-администрейшн это переводится, да. Ну, это управление в сфере бизнеса, то есть... Получаешь верхнеуровневые знания в разных сферах, соответственно, разные предметы, маркетинг, операционный менеджмент, финансы, то есть, чтобы руководить компанией. Относительно профессоров, наверное, здесь как на вкус и цвет, но в целом преподавательский состав, он прекрасен, но, естественно, твои собственные усилия, которые ты прикладываешь в процессе обучения, они очень важны для того, чтобы получить хороший результат. Профессорский состав довольно-таки профессиональный, интересные лекции, интересные семинары, командная работа под руководством состава профессорского тоже интересная. Удобно прямые рейсы из России, но и американская школа. Один из факторов был это наличие программы по ротации в другие кампусы, в Америку или в Лондон. Можно поехать на курсы по выбору. Не летали? Нет, они начинаются с мая, как раз курсы по выбору. То есть есть план, да, делать ротацию? У меня есть план, да. А как вообще программы отличаются, допустим, от российских программ, от наших университетов? Мне кажется, это, конечно, кардинально отличается. Во-первых, с точки зрения предметов, наверное, очень много новых дисциплин, которые посвящены в первую очередь развитию каких-то софт-скиллов, и уделяется большое внимание ESG, модное слово в современном обществе. Это первый момент. И, наверное, преподавательский состав, большинство из них это практикующие специалисты, что, например, по моей памяти, в моем предыдущем вузе это была редкость, в основном это было такое теоретическое обучение. Да, соглашусь, что все профессора практикующие, все с очень хорошим, интересным бэкграундом, поэтому намного более практичные лекции, семинары, чем в России были. Кстати, насчет английского языка. Учили до этого этот язык? Нужен был ли какой-то requirement, чтобы поступить сюда на MBA? IELTS сдавали, нет? Нет, как раз не нужен был. Это был тоже один из факторов, довольно легко сюда попасть. Насколько я знаю, в других кампусах система экзаменационная, а здесь мы пишем индивидуальные работы. Индивидуальная командная работа, то есть здесь система оценок немножко другая. Ребят, смотрите, какие технологии. Там висит камера, и когда профессор говорит, где бы он ни находился, как бы он ни ходил, камера за ним следует. Плюс здесь сверху это не вытяжка, это микрофоны. Здесь микрофон, там микрофоны. И кстати, тоже камера. И если студент говорит, знаете, когда вы сидите там в конце аудитории, вы сидите и вас не слышно впереди, когда вы говорите, а здесь из-за микрофонов колонки, спикеры, и у вас вообще супер слышимость, плюс вас могут видеть еще удаленно. Я хожу, меня камера показывает меня на экране, и плюс здесь эта вся комната, весь этот зал, он трансформируется, то есть его можно делать больше, а это стены, они специально подавляющие звук, то есть звук не отражается, и у вас слышимость, прям, знаете, очень-очень-очень такая классная, здесь не шумно. So in Dubai,
Dubai campus, we have Masters in International Business, we have the MBA program, we have the Executive MBA program, and actually from this year, September 24, we are also doing Masters in Entrepreneurship and Innovation program in Dubai campus. In our business programs like International Business, we accept students from all kinds of backgrounds. So MBA and International Business are similar programs, but you can say International Business is like a freshers MBA. MBA requires work experience, minimum 3 years, but on average in the classroom of an MBA you will see people with 7 to 10 years of work experience. However, if students do not have that, they can choose the International Business program. And usually for the entrepreneurship program, it's for students who are interested in entrepreneurship, have their own companies, have their startups, want to have a startup in the future. That's the kind of students that come into the program. А я вот видел на стене еще, что у вас проходят там какие-то всякие ивенты, там, допустим, вот Шарджа что-то будет. Вот сразу же заходишь, и здесь прям на экранах показывается, что будет в карьерных сервисах происходить с L'Oréal, с компанией, там, с Marriott, допустим. То есть здесь будут проходить разные ивенты, сразу же напоминание о том, что все должны выглядеть красивенькими. Ну, я в рубашечке. Ну, это карьерные ивенты, соответственно, потенциальные работодатели ищут, не знаю, молодых выпускников, да, с различным бэкграундом на стажировки, либо предлагают полноценную работу. А в принципе, ну, как бы школа с своей стороны предлагает различные какие-то, да, там, outdoor activity, ну, в том числе просто как бы поразвлечься, отдохнуть, изучить Дубай. Где вы развлекаетесь? Да. Где вы Я была лично на сафари, это было здорово, потому что я никогда не была... Не тошнило? Нет, но и было страшно. А здесь вот вообще в районе кафушки, магазины, что вот если там покушать где-то, куда-то сходить? Да тут мест полно, вот через дорогу буквально там куча всяких едалин, но они все не дешевые. Вот, тут как бы район такой, ну, центровой, плюс-минус, поэтому здесь все недешево. А что вообще находится вот в плане компаний? Там я видел Visa, Google, что-то еще здесь? Тут все технологические гиганты. Да, да, поэтому он называется Dubai Internet City, Dubai Media City. Здесь много медийных компаний, там радио, вот, Google, да, тут Amazon, Cisco тут есть еще. What is the idea of this event? Okay, so during the spring, what we do as part of Careers Initiatives, we do company spotlights. So today we have Marriott International, the hoteliers coming to campus to talk about the different types of jobs and things that they have available, internships, graduate programs. And they come and they have an hour to talk about what they do, what the program is, so the students can learn more about them and what they're having to offer. And the students can ask questions, they can kind of create a rapport with the employers, and it's just a good touch point for them. And he was asking me about alumni success stories, and I told him he's my classmate and I haven't seen him since 2 years, and maybe he can tell you where he's from. Why what the he hell studied. you coming back to the university for graduate? No, actually, because I just need to get my degree attested, and because basically it works that up until a certain level in Dubai, you can get any job and everything with any title on your visa. But after you reach managerial positions in companies, then at that point, if you want to have it also resulting on your visa, you need to attest your degrees. And then they come to the breakout rooms, and this is where all the magic happens, you know. You have students, you will see right now, students seem to be relaxed, but you can see there they're working on project. So the class is 2 hours, the lecture might be 30 minutes only or 1 hour, and the next 1 hour is all gonna be brainstorming your ideas, working on the project with your team. So I think the kind of students that come to Hull is they like practical education because the way we teach, the way the programs are, every course has a business challenge in the end. We don't have a thesis, no theoretical stuff, no books. So it's all practical business, and it's a global business school. So whoever is attracted towards global business, travel, practical education, that's the kind of students that come to Hull. Вот еще одна, я считаю, очень классная вещь, я уже видел во многих местах это, но не перестану вам показывать. Write on this wall only. Пишите на этой стене.
И здесь вот класс у вас, видите, и прям вся стена это все доска. И вот тоже круто то, что другая стена это стекло. И у вас открытые пространства, то есть все видно. И вот, допустим, что вы видите из окна из вашего, окна от потолка до пола. Очень круто, очень так вот комфортно. Сидеть, нет вот этих вот маленьких окошек, батарей нигде никаких. То есть дизайн очень крутой, я считаю. Ну и вот мы можем видеть, что нас окружает. Thank you.